Да, нелегок путь. Чё, скалолазы, вперед! Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Мальта, как же я люблю тебя. Только посмотрите, какие виды. С ума сойти. Какая Мальта. Друзья, мы находимся в Медине. Это город посреди Мальты, посреди острова Мальты, который являлся до 1530 года столицей Мальты. Городу на данный момент насчитывается около 4000 лет. Это поистине уникальный город, который окружен цельной стеной, имеет свои ворота. Кстати, эти ворота вы могли увидеть в сериале «Игра престолов» в одном из эпизодов. Вот. Город негласно называется городом тишины, и жители настоятельно рекомендуют соблюдать тишину, не кричать, сильно громко не разговаривать, не шуметь. Поэтому мы тихонечко прогуляемся, посмотрим, ну и полюбуемся этими видами.
Мдина – наиболее сохранившийся крепостной город в Европе. Некоторые говорят, что время там остановилось. Это настоящее архитектурное сокровище. Первыми жителями и основателями города были финикийцы в 700 году до нашей эры. Как город, стратегически расположенный в одной из самых высоких точек острова и вдали от моря, он стал столицей Мальты до 1530 года. В этом же году орден святого Иоанна Иерусалимского, более известный как Мальтийский орден, принял Мальту и поклялся защищать остров и его население. После сильного землетрясения 1693 года многие здания Мдины были перестроены. Именно Мальтийский орден ввел в город стиль барокко, что и делает это место таким очаровательным сегодня. На протяжении многих лет именно в этом городе жили самые знатные и богатые семьи Мальты, поэтому его назвали знатным городом. Знатный город намного старше Валетты, его история насчитывает около 4000 лет. Когда выросла Валетта, ставшая столицей государства, Мдина утратила как стратегическое, так и политическое значение, превратилась в Читтавеккья, старый город, брошенный многими жителями, перебравшимися в новый перспективный район. Спасло Мдину, как это ни парадоксально звучит, то самое землетрясение, произошедшее в 1693 году, от которого многие дома ее сильно пострадали. Увидев это, великий магистр ордена Адриен де Виньякур направил сюда рыцарей, которые привели все в порядок. И с тех пор город-музей, расположенный внутри крепости, словно законсервировался. Правда, ему пришлось пережить потрясение во время появления на Мальте Наполеона, которого, в отличие от кавалеров Валетты, принявших французского императора весьма радушно, мдинская знать отвергла, хотя пошла на сдачу города мирным путем. Когда же французы начали грабить дома, на город накатила волна поистине народного гнева, ставшего причиной убийства генерала Массона, назначенного комендантом. Увидев такое дело, наполеоновские солдаты бежали из сбунтовавшегося города в Валетту, оставив аристократов в покое. И их потомки, представители древнейшей касты островной аристократии, ведущей свою родословную от финикийцев, живут здесь и поныне, составляя большую часть нынешних жителей Мдины, насчитывающей менее 400 человек. Приятно бродить по кривым, петляющим узким улочкам города тишины, построенным, как говорится, на ширину копья, согласно оборонным целям. И лучше делать это рано утром, пока нет туристов.
И тогда город тишины полностью оправдает свое название. Я приехал в Мдину рано утром. Никого нет абсолютно. Есть только люди, которые здесь работают или живут. В общем, полное спокойствие, тишина. Невероятно. Тихо так. Конечно, без сомнений, Мдина является неотъемлемой частью города Ир-Рабад. Но еще в средние века Мдина была как бы центром, а Ир-Рабад был пригородом. С арабского, кстати, так и переводится Рабад, это пригород. Со временем Мдина пришла в упадок, и все внимание жители переключили именно на Рабад. Рабад начал расти, и на сегодняшний день является одним из самых крупных городов Мальты. Что касается Мдины, со временем, конечно, она обрела свою вторую жизнь. Ее заселила знать, ее заселили всякие вельможи, рыцари, и он стал городом знати. Таинственные извилистые улицы Мдины широко используются в ряде фильмов. Пейзажи древнего города можно увидеть в таких фильмах, как «Игра престолов», «Граф Монте-Кристо», «Гладиатор», «Код да Винчи», «Агора», «13 часов» или «Остров головорезов». Мальта является отличным объектом для кинотуризма. И если вам нравится посещать такие места, локации, где проходили съемки фильма, то Мальта, наверное, самый лучший вариант в Европе. Потому что практически в каждом городе, в каждом населенном пункте проходили какие-то съемки. Вообще в общей сложности на Мальте было снято более 300 фильмов. Вот, поэтому, если это вам интересно, если вы этим увлекаетесь, то Мальта будет отличным вариантом для того, чтобы снять подобного рода контент. Во времена правления Римской империи на Мальтийском архипелаге столица острова носила название Мелита. В эпоху арабского господства на Мальте Мелита была разделена на две части – Мдину и Рабад. Прежде чем стать отдельным городом, вплоть до Средневековья, Рабад оставался пригородом Мдины, старой столицы Мальты. Население Рабата составляет около 11 тысяч человек. Город делит имя со столицей Марокко. К тому же на соседнем острове Госо одно из названий столицы тоже Рабад. На главной площади Рабата находится внушительных размеров здание – церковь Святого Павла. Здесь расположен и грот, в котором проповедовал апостол Павел.
Зимой в 60-е годы нашей эры корабль, на котором везли в Рим на суд апостола Павла, потерпел крушение у берегов Мальты. Пассажиры корабля не пострадали. Апостол Павел, как и другие жертвы кораблекрушения, прожил на Мальте 3 месяца. Он обратил мальтийцев в христианство. Грот апостола Павла находится под церковью. Его не раз навещали представители высшего духовенства Римской католической церкви. В 1990 году Папа Римский Иоанн Павел II посетил грот с молитвой «Господи, благослови Мальту и мальтийцев». В 2010 году Папа Бенедикт XVI совершил визит на Мальту и посетил грот. Его святейшество назвал остров оплотом католической религии. На протяжении многих столетий Рабат служил пристанищем различным монашеским орденам. В городе и поныне находятся общины и монастыри религиозных орденов францисканцев, доминиканцев и августинцев. Прогулки по лабиринтам извилистых, уютных средневековых улочек никого не оставляют равнодушным. Одно удовольствие бродить здесь и ощущать дыхание старины. Каждый дом в городе имеет свое название, которое указано на керамической табличке. Красивые, яркие, цветные указатели улиц, разноцветные деревянные балконы, традиционные фасады домов с изящными дверными молоточками и скульптурными ликами святых покровителей. Все это Рабат. Ну а пока мы оставим этот чудесный город и перенесемся туда, откуда все начиналось, на несколько тысяч лет назад. Come stand next to me. Don't be shy. Get your camera ready and come stand next to me. Сейчас приехал на место раскопок мегалитических храмов, которым около 5000 лет. Старше пирамид, старше Стоунхенджа. Идем смотреть. Мальтийские острова богаты археологическими достопримечательностями и артефактами, доказывающими, что в этих местах существовали одни из самых ранних человеческих поселений в мире. Несмотря на это, мало что известно наверняка о верованиях и организации этих доисторических сообществ. Мегалитические храмы Мальты и Гозо и Гипогей Халь-Софлини объявлены достопримечательностями мирового культурного наследия. Они одинаково интересны и туристам, и археологам. Человек жил на островах приблизительно за 1500 лет до начала строительства мегалитов. Самые ранние признаки человеческого присутствия на Мальте датированы периодом неолита, 5000 год до нашей эры. Свидетельства жизни человека эпохи Нового каменного века были найдены в Ардаламе, пещере возле Бирзи-Буджа на юге Мальты. В пещере были обнаружены окаменелые кости многочисленных животных, например, карликовых слонов. Это доказывает, что Мальта какое-то время назад была связующим звеном между европейским и африканским континентами. Когда человек прибыл на острова, их густые леса, населенные многочисленными животными, отличались от той высушенной скалистой местности, которую можно видеть сейчас. Тем не менее, этим древним фермерам пришлось привезти с собой все необходимое для выживания, начиная с домашних животных и заканчивая злаками. Переехав с Сицилии, эти люди совершили большой подвиг. Они проделали не одно путешествие на судах, которые, по всей вероятности, были размером чуть больше плота. Такие путешествия можно было совершать только несколько раз в году, если позволяла погода. Таким образом, ранние поселенцы были не только умелыми фермерами, но и должны были знать толк в мореплавании.
Главное доисторическое место было обнаружено в Скорбо на севере Мальты. Здесь мы можем узнать больше об их жизни. Тут были обнаружены обломки гончарных изделий, схожие с теми, что были найдены на Сицилии. Эти фермеры, жившие в пещерах, кажется, сохраняли связь с Сицилией. Обсидан, вулканическая порода и кремень продолжали возиться на Мальту для изготовления инструментов, но у нас нет никаких доказательств, что культурная связь между островами существовала. Эти фермерские сообщества эпохи неолита имели свои религиозные верования. В так называемой святыне Скорбо были найдены фрагменты первых изображений человека, статуэтки женщин, демонстрирующие веру в богиню плодородия или являющиеся символом плодородия. Неясна дальнейшая судьба этих фермеров. Около 3500 года до нашей эры новый народ, вероятно тоже с Сицилии, прибыл и занял место человека эпохи неолита на Мальте. Мы знаем их как людей, чьи верования явились источником вдохновения для создания мегалитических храмов на Мальте и Гозо. Примерно 5 или 4,5 тысячи лет назад Мальтийские острова были населены изобретательным и умным народом. Острова служат доказательством уникального феномена строительства мегалитических храмов. Жизни и верования этих древних мальтийцев окутаны тайной. Но они оставили нам свидетельство их жизни и уровня мастерства, впечатляющее количество сложных сооружений, существующих и в наше время. Храмы Джгантия на Гозо считаются самыми старыми отдельно стоящими монументами из ныне существующих в мире. Они были построены на 1000 лет раньше Великой пирамиды Хеопса в Египте и Стоунхенджа на юге Британии. Гипогей Халь-Сафлини в Паула, лабиринт вырезанных в камне проходов и комнат, великое проявление доисторического архитектурного гения. Это единственный в своем роде подземный храм и кладбище в мире. Другие храмы, например Хаджар-Им, Мнайдра и Таршин, а также дюжина других, кажется, подтверждают теорию о том, что Мальта была священным островом, центром поклонения и мистических действий доисторического общества данного региона. Новый народ, пришедший после человека эпохи неолита на острова, был, вероятно, родом с юго-восточной Сицилии. Мы находим вырезанные ими из камня гробницы в Сибудже и Шимшие на Мальте и Шаре на Гозо. Эти гробницы имели 3 части или были в форме трилистника. Эта форма имела дальнейшее развитие и использовалась в главных храмах. Эти катакомбы, по всей вероятности, были предшественниками таких огромных подземных комплексов, как Гипогей. Хотя это место и помещение меньшего размера в Шаре – единственные ценные находки, обнаруженные на сегодняшний день. Ко времени строительства Джгантии эти фермеры развили новую систему культуры в совершенной изоляции без какого-либо внешнего влияния. Хотя эти люди и поддерживали контакт с Сицилией, родиной их предков, и путешествовали ради торговли с другими итальянскими островами Пантеллерии и Липари, нет свидетельств какого-либо культурного обмена. Их храмы и верования уникальны. Примерно к 2500 году до нашей эры культура храмовых построек мистическим образом исчезла. Никто не знает, вымерли ли эти люди, были покорены захватчиками или просто покинули острова. На их место в бронзовом веке пришли народы из разных частей Средиземноморья. Несмотря на то, что все мегалитические храмы Мальты давно раскопаны, а в интернете есть довольно много научных публикаций, им посвященных, их место в культуре доисторической Европы не определено окончательно. В течение нескольких последних лет историки и археологи выдвинули несколько оригинальных гипотез о происхождении мальтийских мегалитов. Строительство храмов на Мальте началось намного раньше, чем в континентальной Европе.
Древнейший из известных – Кёрн де Бернини, Финистер, Франция, 4500 лет до нашей эры, а значит мальтийские мегалиты во многом являются прототипами для памятников других регионов. Очевидным является и тот факт, что культуры доисторической Мальты во многом связаны с Сицилией, поэтому археологи предполагают, что Мальта была культовым центром народов сицилийского неолита палеометалла. Историки определили, что мегалитические храмы Мальты, подобно другим мегалитам Западной и Южной Европы, служили археастрономическими визирами, отсекавшими пучок света при восходе Солнца в дни солнцестояний, а также в дни равноденствий, что достаточно редко встречается на мегалитическом ареале. На Мальте отсутствуют бесспорные доказательства того, что остров был обитаем в Верхнем Палеолите и Мезолите. Неолит появляется здесь, как говорят археологи, готовым пакетом, то есть без предварительных фаз, и включает в себя основные достижения цивилизации этого времени – керамику, земледелие и скотоводство. Ранний дохрамовый неолит Мальты представлен пещерой Кхар-Далам, в которой древнейшее свидетельство неолита датируется 5400 годом до нашей эры. Керамика периода Кхар-Далам характеризуется как локальный вариант керамики импрессо – кардиум. Этот тип керамики, получивший свое название от того, что на посуду наносился оштампованный орнамент, как правило при помощи раковин кардиум, широко распространен на островах и побережьях Западного Средиземноморья, а также на Атлантическом побережье Пиренейского полуострова. Считается, что такая керамическая традиция возникла в Гебале, Библе, в 9 тысячелетии до нашей эры, откуда мигрировала в Македонию, при Сескло, а оттуда распространилась в Западном Средиземноморье и Адриатике, культуре Данило и Хвар. Однако гибальская керамика исчезла так же внезапно, как и появилась, не оставив после себя значительного продолжения. Между ею и западно-средиземноморским импрессо существует значительный хронологический разрыв. Напротив, древнейшая импрессо появляется в Сахаре в 9-8 тысячелетии до нашей эры, независимо от гибальского. Более того, культуры импрессо обладали значительным мореходным потенциалом, неизвестным у культур Ближнего Востока, что позволяет объяснить возникновение импрессо в различных регионах импортом. Согласно исследованию украинского археолога Дмитрия Гаскевича, носители этой культуры в 6 тысячелетии до нашей эры заселили не только указанные области, но и оказали значительное влияние на формирование буго-днестровской культуры. После фазы Кхар-Далам 5200-4500 годы до нашей эры наступает фаза Скорба 4500-4100 годы до нашей эры, в которой, в зависимости от преобладающего типа керамики, выделяет серую, на Сицилии Серра d'Alto, и красную, Диана. Период позднего неолита 4100-2500 годы до нашей эры отмечен расцветом храмового строительства. В это время было возведено большинство мегалитических храмов, таких как Зибудж, Шамшия, Мджар, Джгантия, Мнайдра, Тахаджрат, Хаджарким, Халсафлини и Таршиен. В это время происходит постепенная утрата связей между островами Западного Средиземноморья и возрастает влияние континентальных культур, прежде всего европейских. В основе дискуссии о позднем неолите остается проблема инокультурных влияний и связанный с ней вопрос о причинах упадка храмовой культуры Мальты. Смена храмовых периодов не приводила к уничтожению или запустению прежних храмов. Местное население продолжало использовать их для погребений, что указывало на их значительную преемственность. В числе влияний большое внимание уделяется иберийским, культура Лос Мильярес, и критским элементам. Свидетельством проникновения на Мальту критского населения могут служить сохранившиеся в античных источниках упоминания о завоеваниях Миноса на западе. Из заслуживающих внимания гипотез о причинах упадка мегалитических храмов Мальты следует выделить такие, как аридизация климата, гражданская война, иностранные влияния, истощение земли или других природных ресурсов Мальты или Сицилии.
Встречающиеся после 3000 года до нашей эры одиночные случаи кремации могут указывать на проникновение индоевропейцев, ведь кремация часто служит одним из довольно достоверных индикаторов их появления в Европе. Урновые кремации в цистах и дольменах, характерные для следующей фазы некрополя Торшена, указывают на проникновение на Мальту синтетической культуры Кастеллуччо, содержащей как мегалитические элементы, цисты или дольмены, так и балкано-дунайские урны и индоевропейскую кремацию. В течение бронзового раннего железного веков Мальта пережила несколько волн миграции, в результате которых была утрачена преемственность с мегалитическими народами. Вполне вероятно, что именно с этими миграциями были установлены контакты со всем Средиземноморьем, в частности с Египтом. Как известно, у древних греков было несколько царств мертвых. Одно из них, Елисейские поля, во многом аналогичные египетским полям Иалу, располагалось на острове к западу от Греции. Мегалитические погребальные комплексы Мальты могли быть прототипами Елисейских полей, тем более что их описания, например, в Одиссее, довольно близки к нашим представлениям о Мальте мегалитического времени. «Ты за пределы земли на поля Елисейские будешь, послан богами, туда, где живет Радамант златовласый, где пробегает светло беспечальные дни человека, где ни метелей, ни ливней, ни хладов зимы не бывает, где сладкошумно летающий веет зефир. Океаном с легкой прохладой туда посылаемый людям блаженным».